Вы когда-нибудь задумывались, кто станет следующей суперзвездой мирового хоккея? Знакомьтесь, Гэвин Маккенна. Левый нападающий с левым хватом, весом в 78 килограмм и ростом 183 сантиметра. Это канадский вундеркинд, Вунтеркиндами, блин, хотят сделать. который, несмотря на свои 17 лет, уже переписывает рекорды и привлекает внимание всей хоккейной общественности. Будущий первый номер драфта 2026 года, индейское происхождение, знаменитый родственник играющего в НХЛ Гэвин Маккенна уже сейчас выглядит особенным. Сегодня поговорим о том, кто этот юный талант и какое у него будущее в НХЛ. Спойлер – блестящее. Подписывайтесь на канал и погнали! Гэвин Маккенна родился 20 декабря 2007 года в Уайтхорсе, Юкон, Канада. С ранних лет он выделялся невероятной техникой катания и владения шайбы. Его родители Вилли и Кристал Маккенна заметили страсть сына к хоккею и поддержали его абсолютно во всем. Отец Гэвина даже построил каток прямо во дворе их дома, чтобы сын мог тренироваться в любое время. Вилли вспоминает: мы знали, что ему нужно больше возможностей для развития, поэтому начали возить его на все различные турниры и сборы по всей стране. Уже в возрасте 8 лет Гэвин начал путешествовать не только по Северной Америке, а даже по Европе. Он был даже в Италии. Мать Гэвина, Кристал, отмечает: у нас не было особого выбора. Здесь, в Уайтхорсе, он был лучшим, даже сравнивать было не с кем. Мы уже тогда понимали, что ему нужны вызовы. А действительно, без конкуренции какой-то прогресс и развитие, по-моему, невозможны. У вас, наверное, как и у меня, возник вопрос: кто его родители? Что вообще за бешеные инвестиции? Вопрос-то отличный, но известно только то, что его родители ранее тоже играли в хоккей. И, внимание, Гэвин – двоюродный брат Конора Бедарда, так что как будто у Маккенны не было выбора заниматься хоккеем или пойти в бальные танцы. Он единственный 14-летний хоккеист, который когда-либо играл за сборную Канады до 17 лет. В своем первом сезоне в WHL набрал 34 очка в 43 матчах, а уже в следующем 87 очков за 61 матч, побив рекорд среди всех 15-летних нападающих. Сезон 24-25 для Маккенны стал поистине феноменальным. В 56 матчах регулярного чемпионата он набрал 129 очков, забросив 41 шайбу и отдав 88 голевых передач. Его показатель полезности составил плюс 60, что только подчеркивает его влияние на всю команду. В плей-офф он продолжил впечатлять, набрав 14 очков за 4 матча. И еще один факт, чтобы вас окончательно добить: в марте 2025 года Маккенна был признан игроком месяца в WHL, набрав, внимание, 32 очка за 7 матчей. Боже, 7 матчей. Как? Так, давайте немного поговорим про его стиль игры. Маккенна динамичный левый нападающий. Гэвин тот игрок, про которого точно скажут: он умеет создавать моменты просто из ничего. Он может просто зацепиться у борта и в 2 шага уйти на убойную позицию для броска, а может из атаки 1 в 5 выжать просто все и завершить ее точно броском от синей. Его кто-то называет умным тактиком с мощным броском и выдающейся техникой. Скауты отмечают его ловкость, умение уходить от опеки и создавать возможности как для себя, так и для партнеров. Один из скаутов описал его как скользкого, трудноконтролируемого игрока, который создает моменты как в быстрой атаке, так и в позиционной. А вот еще его сильные стороны из скаутского отчета, который случайно попал мне в руки. Скорость, тактическая оснащенность. Он не просто какой-то бегунок или игрок, которого научили просто хорошо бросать. Нет. Гэвин тот, кто правда думает на льду. Это настоящий плеймейкер и финишер в одном лице. Помимо этого, он может и в оборонке отработать, и на вбрасывание встать. По описанию, просто находка. Давайте оценим такой уровень ожиданий и внимания со стороны хоккейного сообщества. Его можно сравнить с такими звездами, как тот же Конор Бедард и Конор Макдэвид. Его называют следующим поколением суперзвезд. Говорят, что именно он будет лицом НХЛ своего поколения. Согласно прогнозам, Маккенна является главным претендентом на первый номер драфта НХЛ 2026 года. Сразу вопрос: в какую команду он бы идеально вписался и кто его в итоге возьмет.
Учитывая его позицию на поле, стиль игры и те клубы, которые могут получить первый номер драфта, рискну предположить, что это будет Сан-Хосе, где он классно бы вписался в легковесное звено к Смиту и Маклину Селебрини. В будущем это одно из лучших звеньев во всей НХЛ. Мне даже страшно представить, на какой уровень эти молодые ребята могут выйти к, допустим, 25 годам. Или есть вариант с Чикаго, где можно поиграть вместе с братом, причем даже в одном звене. Очень красивая история получилась бы. Менее вероятные клубы, которые могут получить первый пик драфта, это Баффало, Сиэтл, Нэшвилл, а на топовые клубы Гевину можно и не рассчитывать. Я лично здесь за Сан-Хосе, мне кажется, там довольно шикарный состав собирается, который нужно укрепить всего-то двумя мощными опытными ребятами в защитку и в атаку. Ну и подписать наконец надежного голкипера. А предварительный рейтинг игроков драфта НХЛ 2025 и 2026 я выложил у себя в телеграм-канале. Там есть и наши парни, так что переходите, смотрите и подписывайтесь. Ну что, за этим нападающим определенно нужно будет последить. Запасайтесь интересными фактами из этого видео и рассказывайте своим друзьям. Всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайк на это видео за мои старания и анализ. Подписывайтесь на канал, здесь очень много интересного про НХЛ, КХЛ, биографии, разборы, вообще все, и короткие видео. Контент выходит ежедневно. Запомните это имя, Гевин Маккена. Возможно, уже в ближайшие годы он станет новой суперзвездой мирового хоккея. До встречи.